Однажды вечером после душа, либо во время даже душа, я обнаружил какое-то новообразование у себя на пенисе, возле головки. Ну, сначала это была какая-то, может, даже паника, может, шок какой-то минимальный испытал. Сразу же принял решение, надо что-то с этим делать, что-то с этим делать. И как все остальные обыватели, сначала пару недель подождал, вдруг это пройдет, она не проходила, и я пошел в интернет искать. Сначала я искал диагноз, что же такое у меня. Нашел, что это болезнь Пейрони. Нужно было бы ее правильно диагностировать с врачом. К урологу не пошел сначала, думал сначала сам это все проверить. Нашел в интернете клинику. Потом я подумал, что если есть клиника в определенном городе, скорее всего, должна быть и в Киеве у нас клиника. И так я вот попал в Аватаж, позвонил, записался на консультацию. Врач посоветовал еще для подтверждения диагноза пройти УЗИ. Я прошел УЗИ, диагноз подтвердился, что это действительно была болезнь Пейрони. С результатами, там, через некоторое время я уже приехал к врачу в Аватаж. И врач назначил мне лечение ударно-волновой терапии. 7 сеансов. И мы в тот же день уже, в принципе, и начали. Первая процедура, поскольку это была первая, непонятно, что от нее вообще ожидать. Малоприятная, в общем-то, в этом всем процессе. Но, спасибо врачу, Александр Геннадьевич, он еще проводил такую вот психологическую работу. И во время сеанса мы разговаривали на разные темы, и вот эти все разговоры отвлекали от болезненных ощущений. И потом, я бы не сказал, что это привычка, ты привыкаешь к этому, а ты адаптируешься к этим ощущениям. И потом уже там второй, третий, четвертый, пятый сеанс, изначально ты испытываешь там несколько первых минут какие-то болезненные ощущения, а потом уже, в принципе, все норм. И вот скорее всего, после второго сеанса я уже заметил, что она уменьшается. Она уменьшалась, вот если у меня был сеанс в начале недели, то к концу недели, к выходным, она становилась уже меньше. И там, скорее всего, после пятого уже сеанса она практически пропала. Вот прошло уже 7 сеансов мы сделали, прошло еще 2 недели после последнего сеанса, и она полностью исчезла. Александр еще посоветовал сделать УЗИ простаты, провериться на всякий случай. Сделали УЗИ в тот же момент, когда я уже делал УЗИ пениса. Сделали УЗИ, и был какой-то минимальный, по-моему, калькулезный простатит, минимальный был. Вот, и мы также сделали 7 процедур на простату. И после этих процедур увеличилось ощущение, больше спектр ощущений во время секса. И я не жаловался на эрекцию, но вроде бы тоже сильнее стало. Не знаю, может это совпадение, может что-то оно там сработало.